Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро. Расклад Таро для мужчин. Какие же события у вас на пороге? Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, какая сейчас у вас ситуация в жизни? И сразу же у нас падает ситуация разрушения. Очень четко видно, что сейчас рядом с вами, скорее всего, женщины нет. Женщины, которая вот стабильная, да, семья, либо серьезные отношения. Вот вы себя чувствуете вообще каким-то отшельником, одиночкой, да, вот такой грустный, вот как будто, ну, никому не нужным себя чувствуете, да. У вас много злости, агрессии, вам приходилось какой-то период, может быть, это, скорее всего, с женщиной был период, когда было много скандалов, злости, обид. Знаете, вот это многому вас научило. Вы с вашей ситуацией, которая у вас произошла с женщиной, вы извлекли, в общем-то, урок. Что и как делать, что как не делать, да? То есть это вас многому научило. Каждый по-своему, но вы извлекли. Кто-то стал более недоверчивый, кто-то понял, что нельзя так вкладываться в женщину, да, растворяться в женщине. И, в принципе, это правильно. Никогда нельзя растворяться в своем партнере, потому что это, ну, очень редко ценится в наше время, к сожалению. Да? Вот все должно быть дозировано, все должно быть обоюдно. А иначе, когда начинается игра в одни ворота, когда один любит, а второй позволяет любить себя в паре, то это ничем хорошим, как правило, не заканчивается. Поэтому в чем-то вы себя сейчас, знаете, вот грызете, муки совести. Даже это не муки совести, а даже не знаю, вот как же правильно это назвать, вот какое-то сожаление, да, вот сами себя ругаете, наверное, да, вот так правильно. Вот ругаете себя за вашу доброту, за то, что слишком много позволяли ей, за то, что слишком много прощали ей, да, на многое закрывали глаза, может быть. Кто-то позволял унижать себя, да, кто-то позволял оскорблять себя, кто-то еще что-то, да, вот все эти нелицеприятные вещи, но вы это позволяли делать, и сейчас вы сами себя ругаете. Поэтому ваша ситуация вас многому научила, и вы теперь, знаете, вот вы думаете, что впредь, если будет еще там женщина, новые отношения, то вы уже больше этого не позволите с собой делать. Вы умудренные опытом уже стали. Вы больше не позволите никому вытирать о себя ноги. И это правильно. Так, какие же события будут у вас? Так. Вы знаете, у вас начинается совершенно новый этап. Помимо того, я хочу сказать в вашем, как сказать, в вашем окружении, да, в ближайшем окружении. Есть человек, который вами манипулирует. Это может быть по работе, родственники, друзья, кто угодно. У кого-то могут проигрываться какие-то судебные разбирательства, может быть, юридические документы, да, вот какие-то вот именно документальные такие разборки могут начаться, причем это может касаться вашей женщины, может быть, на алименты кто-то там подаст, либо же на развод, да. Ну, то есть такие будут очень неприятные моменты, связанные вот именно с юридическими такими вот делами. У кого-то может проиграться какое-то известие, либо встреча с женщиной. Женщина, которая вам нравится, либо же нравилась раньше, да. Вот она появится, может быть, кто-то в интернете там спишется, либо же позвонит неожиданно. То есть может быть такая вот, знаете, приятная встреча, либо же приятная смс неожиданная. Так. Денежные поступления очень неплохие. Тем более, что, знаете, может даже проиграться ситуация, что вот вы ждете деньги, да, там зарплату, премию, еще что-то там, да. Да, вот деньги должны быть четко.
Что получается, вот вы получили какую-то сумму, да, и вы чуть ли не сразу же ее и отнесли, потратили, либо же кому-то долги отдали. То есть получается так, что финансы у вас вроде бы и наладились, вот вам дали деньги, и вы тут же их отдали, либо же вложили куда-то, либо что-то купили, потратились, и вы снова без денег. Поэтому вот мой совет: запаситесь, отложите, может быть, деньгами, потому что могут быть большие денежные растраты, поэтому надо немного, чтобы деньги были про запас. Я не люблю говорить слово на черный день, откладывать, не надо программировать ничего. Просто вот на всякий случай отложите, чтобы у вас денежка всегда была в запасе. Значит, у кого-то может проиграться тупиковая ситуация с женщиной. Если у вас, может быть, отношения, либо же завершаются отношения, да, могут какие-то вот терки возникнуть, какие-то вот такие скандальные ситуации, вот непонятки могут с вашей партнершей возникнуть, поэтому будьте осторожны, чтобы это не переросло в дальнейший конфликт. Так, дальше, что еще вас ожидает? Страхи. Вот почему-то вот у вас полно страхов касательно любви. Вот страхи, 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 сомнения. Вот вы себя ограждаете вот от любви постоянно. Вот в вашей жизни появится женщина. Вот она на пороге, она появится. Но вы почему-то будете ее считать, вот, что она то ли агрессивная, то ли она слишком много хочет, то ли у нее характер какой-то вот вам не понравится, что, знаете, вот женщина со стержнем, говорят. Это не значит, что она там какая-то супер диктаторша, но вот чем-то она вас насторожит. Так. У тех, кто поссорился, есть большой шанс помириться. Я говорю о каких-то небольших ссорах, не тогда, когда гром и молнии, что уже все, разрыв. Если кто-то поссорился, какие-то непонятки, все, то вы помиритесь. Это 100%. Так, новая женщина. Давайте уточним все-таки, что будет в личной жизни у вас дальше. Да, в вашей жизни появляется новая женщина. Колесо фортуны у нас выпало. То есть женщина судьбоносная. Женщина, которая вас будет и манить, и отталкивать одновременно. Вот что-то в ней такое будет, что-то вам понравится, какие-то черты, может быть, черты характера, либо же манера общения, либо же еще какие-то моменты. Вот что-то вас будет настораживать немного поначалу, что вы будете сомневаться. Так, знаете, еще какие-то вот ждут вас то ли сообщения, вот это могут быть либо же друзья какие-то ваши, друзья-приятели, да. Причем это будет сообщение, которое вы давно ждали. Сообщение, знаете, вот, которого вы боялись. Кстати, дорогие мужчины, вот сейчас прям меня осенило. Будьте очень осторожны, внимательно посмотрите на эту карту, да, вот. Человек в доспехах, одетых, воин, да. Я не хочу озвучивать сейчас, да, теперешнюю ситуацию, которая происходит. Может быть известие кому-то из вас, именно касающееся именно вот этой вот ситуации, когда воин, да, то есть могут либо же документ какой-то прислать, либо же вручить лично, да, вот то, что касается именно этой карты. Мужчина-воин, связан с армией, с военщиной. Поэтому я вас предостерегаю. Рядом вы видите, какая карта. Если вы попадете туда, куда вам предложат, это очень и очень опасно. Поэтому я всячески вас отговариваю от того, чтобы соглашаться на это. Будьте очень и очень осторожны. Так, дальше.
Что еще вас может ждать? Так. Да, вот знаете, вам будут попадаться женщины, причем женщины, которые вам будут нравиться, в которых, может быть, вы будете даже влюбляться. Но вы постоянно будете думать, анализировать, сопоставлять, вот вспоминать прошлое как-то. Ну, то есть вы постоянно сами себе выносите мозг. Вы настолько вот увлечетесь этим занятием, вы сами себя разрушаете. Вот этими мыслями своими, мыслями из-за женщины, вы сами себя разрушаете. Не занимайтесь самоедством. У вас будет другая женщина, да. Но вот уже вот за один расклад у нас второй раз выпадает, в принципе, то же самое. Женщина будет, женщина попадется, хорошая женщина, да. Разные женщины будут у каждого, естественно. Но вы постоянно будете сомневаться, опасаться, а что, а как, а вдруг опять не то, а вдруг предаст, да? Так. У вас все будет хорошо. Вот. У вас, если у вас появляется новая женщина, новые отношения, вот вы знаете, вот вы как воспрянете духом. Поначалу вы будете, да, вы будете самоедством заниматься, все эти страхи, комплексы повылазят, до такой степени это все вылезет из вас. Вы так будете себя есть заживо просто, мозг будете есть сами себе чайной ложечкой просто. Но это женщина, которую не стоит бояться. Женщина, из которой вот вы выйдете победителем. Вы расцветете с этой женщиной. Женщина, которая подарит вот вам именно состояние покоя, радости, да, вот просветление какое-то. Поэтому прогоните от себя сомнения. Постарайтесь прогонять их. Не нужно сомневаться во всех. Вот она станет вашей императрицей. Карта Солнца. Я даже не хочу дальше смотреть. Очень хорошая карта. То есть с этой женщиной у вас налаживается и личная жизнь, и финансы. Единственное, не соглашайтесь, вот как я говорила, все, что связано с армией. Любыми путями, любой ценой. Но не соглашайтесь, это печально закончится. Я не хочу даже не думать, не озвучивать это. Каждый понимает, о чем я говорю. Поэтому бегите, уезжайте, все что угодно делайте, но только не соглашайтесь, будет беда. Вот. А с женщиной, вот если у вас появится новая женщина, да, то все будет хорошо, все будет замечательно. Я еще раз повторяю, да. Женщина, которая вас и обогреет, и согреет теплом своей души, своей добротой, своей нежностью, лаской и так далее, да. То есть это женщина, вот знаете, которую ее ну, не ждешь ее, она берет и появляется. Это действительно вот судьбоносный подарок такой. Вот она, как ясно, солнышко появляется в вашей жизни, да, но главное это солнышко не упустить, чтобы не забежала тучка и не закрыла это солнышко от вас. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!